сектором ICT связано. Спасибо. Но без английского здесь никак. Тобто правильно зрозумів, що 18% то податок на додану вартість ПДВ, а 20% податок на прибуток. І ви порівнювали з Україною, що в нас не багато людей знають про можливість повернути. Можна ще раз про це? Я вибачаюся, можете мікрофон далі тримати, бо дуже погано чути. Добре, так, краще. Так, краще чути? Чи не? Так, краще. Подивіться, ми знаємо про те, що можна повертати податок ПДВ при експорті товарів, що роблять великі бізнеси, багато, але це вибіркове, таке можливість. Так? Ви сказали, що можна повертати в Україні податок, саме який? Податок 2015, податок на доходи з особи, чи ПДВ. Так. І ще раз поясню, можна про це трошки більше? Повертати можна, наприклад, коли ви отримали зарплату, так, ви працюєте на якусь там фірму, ви отримали зарплату, ви отримаєте зарплату, вже з вирахованого податку, це податок на доход, ви маєте рацію. І він зараз в Україні у нас 18%. Тобто, якщо ви ці гроші за зарплату отримали, ви купили ліки, цю суму, з цієї суми ви маєте право отримати податково, 18% має вам повернути. Тобто, з цієї суми, яка буде сплачена. Це як податковий кредит чи податковий ліміт? Це означає, що ви просто переплатили податки податкові, тому що ліки не оподатковують. Тобто суми, які вирощують, там ліки, навчання, ще є певна кількість категорій. Тобто ви добровільно подаєте декларацію про майнові стані доходи, ви вказуєте, я стільки-то потратив на такі там категорії, які не оподатковуються. Відповідно, з цього вираховуєте 18%, податкова вказуєте свій рахунок і податкова вам має повернути гроші. Тут, наприклад, мені повертають гроші, тому що, наприклад, я потратив на благодійність якусь суму, вони теж не оподатковуються. Дякую. Скажите, пожалуйста, вот если не для наемного служащего, а если вот, как вы говорили, да, там, Юля, открываешь свою компанию и, собственно, у тебя тоже попадаешь на какое-то налогообложение, оно какое вот для IT-сектора? Для IT-сектора не знаю, для обычного предпринимателя сейчас это примерно 21% это налог с прибыли, и сейчас идут разговоры о том, что его понизят до 14%. Ну, то есть каких-то отдельных льгот для индустрии нет. Подождите, спросим, is there any tax benefit for IT companies? How much IT companies must pay for corporate income tax? Мы сейчас sпросим специалиста. Я могу ответить, можно? У нас есть ответ. Я хочу прокомментировать. Hi there, I work at the Estonian Investment Agency. My name is Sri. So basically, we don't, our government has kind of this open economy policy. We don't refer companies to one another. However, there are, so we don't do tax reductions as so, but in Estonia in general, on all reinvested profit, we don't tax you at all. So if you want to take out dividends or profit, then you start paying tax at the moment. Depending on how much and how often you take it out. However, the things we try to do to support the IT sector is, for example, programs that work in Estonia, where we're trying, we're getting, as you know, in European Union, in very many countries, there are quotas on getting people, like people from outside of EU as residents. We are taking IT sector out of this quotas. No quotas in IT sector. So once you're IT specialist, then it's, and your company wants you here, it's relatively easy to get a residency. So these are more the factors we use both the IT sector and the IT sector really
top notch and on top of the world in that sense. Because it is very bustling. We have a lot of startups, a lot of very developed companies, a lot of companies that have their own product, like for Skype, TransferWise. A lot of companies that still do work for others as well, but as much as compared to, for example, Ukraine. A lot of self-developing companies. I hope that Thank you. Если можно, я еще уточню. Если вы хотите приехать в Эстонию и получить вид на жительство, все-таки от вас ждут, что вы будете налоги платить в эстонском государстве и будете наемным работником. Но любой человек, любой гражданин любой страны может получить в Эстонии резиденси, открыть свой бизнес, так же, как я 8 лет назад буквально в интернете, подписав digitально, став резидентом в Эстонии. То есть вы можете находиться в Украине, но иметь эстонскую компанию и как бы выставлять счета, например, европейским партнерам от эстонской компании. Потому что между компаниями внутри Европейского Союза, в которых есть VAT, процентная ставка VAT равняется нулю. Спасибо, секундочку, у вас просто Да, комментарий. я хотел прокомментировать. Все так, немножко там хочу добавить реализма. Что интересного, страна Эстония сама по себе работает уже 10-й год с профицитом. То есть все, что вы спрашивали о налогах, налоги будут снижаться. То есть у государства, у правительства есть стратегия о снижении налоговой нагрузки для граждан Эстонии. Что касается корпоративного налога, я не услышал четкого ответа, скажу небольшой момент. При организации компании вы освобождены от корпоративного налога, то есть вы платите налоги, если компания не распределяет дивиденды. То есть, другими словами, вы как собственник компании, вы можете реинвестировать прибыль в свою компанию и при этом не платите государству ничего. При этом при всем собственник компании может быть и директором этой компании, и он может платить себе заработную плату, то есть путем реинвестирования в свой бизнес. Для того, чтобы установить компанию, то есть надо заплатить 2500 евро, это капитал установленный для эстонской компании. Есть два вида собственности. Скажем так, акционерное товарищество наше, ООшка, 2500, и вы можете работать, при этом при всем налоговую не подавать отчетности. То есть государство дает вам льготный период, не подавать отчетности на протяжении 2 лет. Через 2 года вы можете подать за предыдущие периоды налоговую отчетность. Вы можете получить ВАТ, НДС номер, если у вас есть товары или услуги, которые вы будете импортировать за пределы страны. То есть все экспортировать, прошу прощения, с Эстонии. При экспорте за пределы ЕС вы получаете НДС. Но есть еще небольшой нюанс. К сожалению, как говорят эстонцы, Украина для них очень токсичная. Это правда. В принципе, вся Эстония поглощена скандинавским банковским сектором. И вот открыть компанию это хорошо, но еще есть второй момент, это получить счет в банке на эстонскую компанию. Если вы являетесь эстонским резидентом, это не проблема. Прийти в Светбанк, Шведбанк называют, это занимает от 2 часов до суток. Компанию вы можете зарегистрировать из Украины. Обратившись в посольство, вы можете получить карточку WiE Event, и в течение условно 2 дней, после когда может сами, может посольство помочь, вы можете зарегистрировать компанию. Вам дадут только номер и название. То есть по этим 2 реквизитам можете попробовать открыть счет. Но, к сожалению, это есть большая проблема сейчас. Обслуживают только резидентные компании в Эстонии. При этом при всем бенефициар должен быть из Эстонии. Вот это возникает вся проблема. Почему токсичный, потому что... Нет, и резиденс работает для документооборота. То есть вы можете получить доступ с этой карточкой ко всем документам. То есть вы можете зарегистрировать компанию, вы можете подавать отчетность, вы можете... Юристы жалуются эстонские. Мы не видели человека, живого клиента, уже несколько лет. То есть все происходит независимо. Вы можете в Украине управлять своей компанией дистанционно. Почему токсично? Это благодаря, скажем так, нашей всей истории, нашему государству, нашим политикам, естественно. Потому что вот сейчас идет момент, следующего года Украина вступает в автоматический обмен информацией. И все, кто якобы имеет счета в европейских банках, должны как бы отчитываться. Но у Эстонии есть другая сторона, у европейцев. Они не знают, эту информацию передадут в налоговые органы Украины, что наши... Sorry, say again? I'd like to quote
Yeah, please. Because as you know, e-residence program is quite new. It's just 2 years old. And right now we have passed the legislation that it will be possible to, it's already possible to find your company account. But from New Year it will be possible to also open a bank account abroad. So you don't have to come here to open a bank account. However, Я подтверждаю, все верно, для того, чтобы... Sorry again. That's right, you're correct. It's not necessary to come to Estonia to open an account, but there is... Sorry, we have questions from our audience here. Specifically, which bank actually could open the account remote or distance today? No, you can't open it today yet because the banks are still verified. Because to open a bank account from far, to make sure that you actually exist, there are verification processes that banks have to go through. We have our own verification process, verified, and the banks start accepting it. So it will happen at the beginning of next year. The legislation has been accepted already. So Подождите, I do have the answer to you because specifically I work for the bank in Estonia, and you could open an account remotely. We have rep office in Ukraine now. Sorry, no commercials here. Okay, so I don't tell the name of the bank. Sorry. No, sorry, could you please find it? Yeah. I have a question about e-notarization. Have you ever had a need to notarize your signature on a document? To e-notarize, like in the US, Virginia, notaries can do it remotely by means of conference. So you are in Estonia, he is in Virginia, and you can sign the document remotely with your e-signature. Is there a practice in Estonia? If you are both e-residents and have digital signature, you can do that. easily, we do it all the time. Any part of the world. Окей. А если говорить о work-лимите, я насколько знаю, что есть определенный коэффициент, законный коэффициент, который должен получать минимально люди, которые приезжают туда. Да, это 2000 евро в год. Под эту категорию абсолютно подходят любые программисты. Да, погромче говорите. Вопрос. Если рассмотреть ситуацию, к примеру, есть семья, папа, мама и ребенок. Папа, мама являются, допустим, джуниором, да, в разработке, то ребенок где-то совершеннолетний тоже джуниор-разработчик. Какие шансы попасть и устроиться на работу в Эстонии? И какие трудности? Ребят, джуниор — это такое понятие растяжимо, это надо разбираться. Во-первых, у папы с мамой должен быть английский в порядке, так? И джуниор чего? Что они делают? Программисты Java или что? И они не 3 месяца джуниор, правильно? Они уже пару лет джуниор, да? Пару лет только можно... Лично на моем опыте, скажем, для нас, для рекрутеров, лимит 2 года опыта коммерческого. Как подтверждается? На технических интервью подтверждается. И чтобы приехать в Эстонию, не нужно иметь законченного высшего образования по специальности. Я вас так добавити, якщо у вас є диплом якогось українського університету, і вас запросили на співбесіду, і ви прийшли до співбесіду, то не важливо, скільки у вас досвіду. Просто ви підходите в фірмі, у вас є диплом, а у вас нічого не обмежує. Ви можете, я думаю, що це не важко. Єдине, що залежить, зрозуміло, що ці люди будуть їхати сюди на роботу, а якби добрих глядів нема, ти буквально хоче взяти працівника, який буде працювати, на якого ще треба там, не знаю, вчити 5 років, щоб він там почав давати якісь результати. То якщо людина прийде співбесіду, то питань нема. Тобто, з тих, того прикладу, що ви назвали, якщо навіть син джуніора прийде співбесіду, тоді він так з мамою може забрати з собою і отримувати. Хотел спросить еще за ограничения
возрасте? Есть какие-то ограничения? Почему? Да вы что? Какие могут быть ограничения в возрасте? Вы в смысле по молодости или... Я думаю, що ви підходите. Допустим, читать вакансии, то на украинском рынке часто попадает такая ситуация, когда пишут там, допустим, там, до 35 лет. Причем специалиста, который должен иметь там уровень знаний. Знаете, у Эстонии очень, как бы, это такая sensitive subject, толерантность, и мы очень много над этим работаем. И у нас стараются законом такие ограничения в объявлениях по возрасту или по полу. То есть HR может слететь с работы, если выставит объявление, что мы ищем девушку-программиста. Но такие вещи недопустимы. У нас все равны от мала до велика по принадлежности, я не знаю, религиозной, полу, нации, к расте, что угодно. Скажите, как типично происходит процесс рекрутинга? Есть ли необходимость прилетать в Эстонию там, на техническое собеседование? Еще раз, как происходит пошагово, ну, типично... Нет, ну конечно, мы же изобрели скайп стали. Нет, мы обычно проводим все интервью по скайпу, если это уровень архитектора или там очень лид-девелопер, Да, мы именно приглашаем скайп на последнее интервью. то есть технически уже проводится уже на месте, Да, по скайпу можно тоже проводить технические собеседования. Ви теж маєте розуміти, що найбільша проблема в віддаленому, в ремонтному інтерв'ю, що важко переконатися, що вам хтось не підказує, чи якісь на відповіді на запитання, що це саме ти відповідаєш. Коли я йшов на спект 3 роки тому, в мене було спочатку, я трохи інтерв'ю з HR-ами, а було технічне таке, прес-скрінінг інтерв'ю по скайпу, тоді мені дали тестове завдання, на яке я сам дав інтернет, я його зроблю. І після того вони мене запросили сюди, звісно, все оплатили, щоб тільки для того, щоб переконатися, що я сам робив тестове завдання, і по ньому було там декілька варіантів, я мав їх там дописати, де такого типу. Якщо порівняти, наприклад, з Google, там також принцип. Тобто ви спочатку проходите інтерв'ю віддалено, яке там триває 45 хвилин, після того вам роблять пропозицію приїхати на офсайт інтерв'ю. І офсайт інтерв'ю триває цілий день. Тобто більш великих компаній хочуть, щоб приїхали в сайт. Ну, вони, звичайно, це все оплачують, там машину оренду взяти, щоб ви могли пересуватися і все. Ну і витрати на візу також виходять. Я могу еще с своей стороны добавить, у меня, даже их там больше, чем двое друзей, часть них работают в TransferWise, часть в Backdrive, и история примерно одна и та же. То есть какое-то количество дистанционных интервью, потом за счет компании прилетали, в том числе и сами осматривались тоже на месте, ну и, соответственно, потом финальное решение. У нас был вопрос, да. Ще хочу додати, що в компанії досить так flexible. В даному випадку вони вас запрошують на інтерв'ю, оплачують на 2 ночі в готелі, а потім вас питають, якщо ви хочете ще залишитися подивитися далі, то ми можемо просто вам на літак взяти на пізніше, а ви ті інші дні швидко проживете, будете плачувати за свій рахунок. Тобто, тому це нічого такого страшного немає. Вопрос у меня к Юлии. Вы уже озвучивали стоимость аренды жилья, и хотелось бы еще уточнить такой average cost of living для семьи 4 человек, из которых 2 детей. Сколько человек в семье? 4 человека, 2 детей. Это первый вопрос. И второй вопрос сразу. Я знаю, что в некоторых европейских странах для второго работающего из семьи есть какие-то дополнительные льготы по налогообложению. Так ли это в Эстонии или туда общий такс, который вы говорили, для всех применяется членов семьи? У нас льготы начинаются с 3-го ребенка. Но я скажу, что на зарплату айтишника может жить прекрасно семья из 4 человек в Эстонии. Где-то на продукты, у меня семья из 4 человек, у меня 2 детей, но на продукты в месяц уходит 400 евро где-то, но мы очень любим покушать, в общем-то, и у нас культура ресторана тоже очень развита в Таллине, то есть мы очень принято аут ходить кушать. Аренда, как я сказала, с коммуналки где-то 1/5 зарплаты съедает.
Ну, в общем-то, на 2000 евро, например, можно жить в центре, очень хорошо кушать, иметь возможность слетать когда в отпуск в ту же Барселону. Ну, у нас очень много лоукостеров тоже в Таллине. Ryanair, EasyJet, Air Baltic. На 2000 евро можно очень хорошо жить. А еще скажи по поводу образования. По поводу медстраховки уже говорили, что там работодатель покрывает это все. А что касается обучения, детский сад, школа, университет, как это вообще все работает? Ну, в университетах у нас есть и бесплатные места, и платные места, кто как в школе, как говорится, учился. Садики наши государственные, очень хорошие государственные садики, у многих есть бассейны. Можно ходить в эстонский садик, можно в русский, можно в смешанный ходить. В общем-то, есть любой там выбор. И государственный садик стоит от 50 до 70 евро в месяц, если там бассейн и вместе с едой, если у вас ребенок посещает все дни. А среднее образование в школе? Что среднее? Ну, школа. Школа у нас бесплатная, и до 3 класса бесплатная у нас еда в школе для детей. Спасибо большое. Пожалуйста. Еще вопросы? Да, школа. Школа бесплатная для жителей, для граждан. Без микрофона, без слышно. Вот микрофон уже к вам. Цены, пожалуйста, сколько стоит садик для нежителя? Вот приехал там, человек устроился на работу, у него нет естественного гражданства, бесплатно для граждан это понятно, мы же не граждане, нам зачем это знать? Скажите, сколько стоит для нежителя? Ребят, у нас нет понятия гражданин, не гражданин, да? Когда человек приезжает работать в Эстонию, он получает вид на жительство, это ему дает